Здесь произошел обвал, походу. Сейчас я постараюсь пролезть под ним. Ты вот здесь его оставлял. Люди, есть кто? Класс. Ну, я, конечно, в гномов не верю, во всяких, в лепреконов. Это стоит кто-то? Смотрите. Друзья, меня зовут Тим Морозов, и сейчас я нахожусь возле входа в Старицкие пещеры. Я не спелеолог, но на моем счету это уже третья пещера, до этого была Танечкина и графа Орлова. Ну, меня жизнь ничему не научила. Конечно, в данный момент я более приспособился, взял с собой очень много хисов, химического источника света, если вдруг что случится со светом. Насчет этой пещеры, про нее ходит много легенд. То, что хотелось бы выделить про именно вот эту пещеру, то, что она протяженностью 40 километров, проходит под самой Старицей и еще много где выходит. Только вдумайтесь, 40 километров под землей. Чтобы пройти ее всю, например, обычному человеку, который идет 5 километров в час, понадобится 8 часов. Но дело в том, что по пещере с такой скоростью идти никак не получится. Там множество разных ходов, поворотов, своротов, всего остального. Это не прямая пещера. Заблудиться можно на раз просто спокойно. Еще хотелось бы выделить в рамках моего канала про эту пещеру то, что здесь убивали людей, как написано на Урбанте, а также здесь пропадали люди. Итак, друзья, подведу итоги рассказа. Пещера 40 километров, здесь убивали людей, а также пропадали люди. Я спускаюсь сегодня ночью в эту пещеру совершенно один, чтобы найти там мистику. Фух, какая она узкая. Блин. Охренеть. Какие-то бумажки валяются. Так. Здесь что-то капает. Походу звуки воды. Ни хера себе. Пещера обещает быть интересной. Тоже видно, может все обвалиться. Так. Здесь у нас что? Живи Беларусь. Зашли, ура. Катя Лу. 5-9. По-моему, это было недавно. Сегодня число не помню. По-моему, 9.
9.09. Напишу здесь себя. Вот такая надпись. А здесь валяются карты по ходу пещеры. Видите? Что с тобой не так, фонарик? Вот это протяженность всей пещеры. Столько много разных закоулков и всего остального. Ну, буду двигаться вглубь. Охренеть. Что за ерунда? Фонарик сразу. Вот это валун. Висит чисто на волоске. Охренеть. На самом деле здесь уже дико страшно. Пробую куда-нибудь двигаться. Конечно, все это выглядит очень красиво. Все эти камни. Но и очень страшно в тот же момент. Здесь произошел обвал, походу. Как раз таки. Сейчас я постараюсь пролезть под ним. Но, друзья, это просто жесть, конечно. Все капает везде. Кстати, в такие моменты может и произойти какой-нибудь обвал. Выход потом буду найти. Не вижу, что было, что написано на стенах. Итак, друзья, чтобы не заблудиться, сейчас решил оставлять хитсы. Вот, если что, они будут давать свет, светить. Светят они достаточно времени. Еще рюкзак все задевает. Это не очень хорошо. Блин, пролезть-то. Так, вышел какой-то зал. Но хитса я, наверное, не увижу, если что. Он перекрывается другой штукой. Он перекрывается вот этой глыбой, которая, наверное, когда-то упала здесь. Ну. Так, здесь видим большой зал. Охренеть. Они глубокие, оказывается.
Вначале вход узкий. Я хочу выйти на контакт с душами, существами, с кем угодно, кто обитает в этих пещерах. Немного замирает сердце. Начал слушаться именно в наушниках. Такое чувство, что кто-то просто идет. И вообще очень близко. За спиной и с разных сторон. Понятно, что это капли. Это провод. Со мной может выйти кто-нибудь на контакт. Итак, друзья, буду двигаться дальше вглубь пещеры. Пока что нет никакого сигнала, кроме, я говорю, кроме вот этих капель. Но они очень жуткие на самом деле. И очень сильно похожи некоторые на шаги. Итак, друзья, поставлю еще один хис. И оставлю его на горе, вот здесь. Ну, это светит он. Сейчас. Как-то вот так. Сам пойду направо. Что-то каска лежит. Понятно.
Получается, что-то причал, можно так сказать. Комнат казал. Выглядит довольно уютно. Здесь произошло много завалов. В общем, друзья, не знаю, звучит немного смешно, но сейчас я менял аккумулятор в экшн-камере, села и не понимаю, куда делись перчатки. Я обыскал все, ну, они были рядом со мной. Приходят самые разные странные мысли. Но я, конечно, в гномов не верю, во всяких, в лепреконов. Ну, немного странно. Если кто ползал по пещерам, были такие ситуации, пишите в комментариях. Со мной такое в первый раз. Прям какая-то ерунда. Итак, друзья, попробую еще раз выйти на контакт. Капли немного раздражают, мешают. Здесь есть кто-нибудь, кто может выйти со мной на контакт? Слышите? По-моему, шаги. Даже какие-то голоса. Люди, что ли? Люди? Сейчас, наверное, будет с кем-то встреча. Люди? Наверное, посмотрю, схожу. Чтобы не напугать. И самому не напугаться. Перчатки мои. Да блин. Что это был за звук? Сейчас. Ладно. Люди? Есть кто? Так, насчет перчаток. Это мои перчатки. Ну, я их здесь вот не мог оставить никак. Куда идти? Где мой зелененький свет? Так, подождите. Если мне не изменяет память, то я вот здесь его оставлял. Может, скатился куда? Ну, он бы светился. Что за приколы такие? Так, на этой точно оставлял. Да, он свернул либо налево, либо направо. Собрался идти
направо получается. Люди, я слышал здесь кого-то. Какая-то ерунда. Блин. Нашел свои перчатки. Они валялись там, но я вот до сюда шел с перчатками. Только потом их снял. Ну ладно, допустим, пускай это будет какое-то совпадение. Слышал шаги какие-то. Похожие сейчас на людей были. И голос какой-то. И пропал мой свет, мой хис, который я оставил там. Его сейчас там нет. Возможно, я оставил его на другой глыбе. Точно не уверен, но вроде вот 100% на той, которая там была. Однако как-то странно все это. Ладно, будем двигаться дальше, посмотрим, что впереди. Так, здесь часто происходили обвалы. Снова же. Тихо. Будут два странных удара какие-то. Опять похоже, как в начале. Черные камни. Так, это еще какая-то комната чья-то. Кто-то здесь собирался, походу. Так, мой хис светит. Это здорово. Здесь кто-то карабкался куда-то наверх. Какие-то следы. От рук, что ли? Попробую туда пройти. Так. По-моему, это возвращение обратно. Вход. Пролезу-ка я сюда. Попробую. Ой, блин. Как здесь стрёмно-то, а?
Так, там за глубину вроде дальше идти некуда. Возможно, есть, но туалет с рюкзаком не вариант. Так, где заполз-то? Походу он там. Или нет? Так. Сюда. Ой. Так, он мой сигнал. Никуда не делся. Это хорошо. Так, здесь тупик. Туда попробую. Блин, так пробую. Потом бы выйти. Люди! Ау! Прекратились. Какая-то ерунда, честное слово. Попробую пройти дальше. Какие-то пещерные люди прям на контакт не выходят. Но шаги явно слышно. Явно было слышно. Так, здесь. Охренеть. Так, друзья, нашел свой хис. Он светится сейчас прямо. Так, раз. Что-то творится странное, но слышно шаги чьи-то. Сейчас я, наверное, обоснуюсь в одной из комнат и попробую систему ночного видения. Сам тоже одену очки. Побыть в полной темноте и послушать, что здесь происходит. И, возможно, походить по пещере в полной темноте. В очках не очень удобно идти. Сейчас там как будто бы
Сзади были чьи-то шаги. Понятно. Опять. Голоса. Опять. Стрёмно без света. Это стоит кто-то. Смотрите. Что это такое? Блин. А это камень всё лишь. Фу. Мне показалось, как будто бы кто-то с белой бородой стоит. Вот есть то? Так, друзья, села система ночного видения. Больше ничего не происходит. Вот были шаги какие-то тем. И все пока. Для камеры у меня еще аккумуляторы есть. Для экшн камеры тоже, хотя она, наверное, в ней ей ничего не видно. Нахожусь здесь примерно уже около 5 часов. Ночью там, наверное, уже рассвет. Хотя сейчас светает позже. Вот. И поэтому, собственно, думаю закругляться. В принципе, здесь что-то было, мистическое, не мистическое. Блин, как будто бы сзади сейчас что-то было. Надо, наверное, вылазить с пещеры. С собой я не брал продовольствия, как бы ничего такого. Чисто, вечером поел и решил на ночь ее исследовать. В принципе, кто мог ходить, ничего ко мне никто не это. Голоса слышал. Вот своими ушами, своими глазами, своими ушами. Слышал шаги, было пару падений. Что это может быть? Люди или это настоящие? Или какая-то фантомная активность? Я точно сказать не могу, потому что, не знаю, скорее всего, я думаю, что это больше похоже на людей. Кто-то взял, может, мой хис, потом он кинул обратно. Не знаю, может, дети, хотя что им делать? Что им делать ночью? В пещере, не знаю. Либо какие-то подростки потом опомнились и решили, возможно, хис положить. Что это свет, что это... поняли, может, что уводит. Здесь рядом деревня, вот. Так что не знаю. В общем, выбираю из пещеры то, что
Что получилось, то получилось. Такие вот дела, друзья.